Друзья, приветствую на канале. Готовлю тот самый советский торт Кутузов по рецепту того времени. Торт не производился на поток советскими фабриками, а изготавливался в отдельных кондитерских и кулинариях. Торт Кутузов – это мягкие рассыпчатые коржи с грецкими орехами, заварным кремом на сметане и шоколадными полосками, символизирующими шинель маршала Кутузова. Торт очень вкусный, понравится всем ценителям советской классики. Готовится Кутузов из простых и доступных продуктов. Давайте начнем. В яйца добавляю сахар и соль. Вымешиваю на высоких оборотах миксера. Добавляю растопленное сливочное масло, сметану, мед, сразу всю муку и разрыхлитель. Перемешиваю на низких оборотах миксера. Тесто однородное и без комочков. Добавляю дробленые грецкие орехи, перемешиваю лопаткой, чтобы орехи равномерно распределились по тесту. У меня получилось 4 порции по 260 грамм теста. У вас количество теста может незначительно отличаться. Распределяю тесто по всей площади формы. Форму с тестом убираю в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 12 минут. У выпеченного коржа срезаю края. Если нет в наличии кольца, срезать края можно, приложив тарелку, обрезав ножом. С остальными коржами проделаю то же самое. Для приготовления заварного крема в сотейник со сметаной добавляю сахар, яйца, соль, ванилин и крахмал. Увариваю на слабом огне, постоянно помешивая, чтобы заварная основа хорошо загустела. Как только заварная основа начала густеть, начинаю активно мешать, чтобы она не прилипла к дну сотейника и не подгорела. Готовая заварная основа по внешнему виду напоминает манную кашу. Заварную основу перекладываю в отдельную емкость для остывания, а затем убираю в холодильник. Прохладное сливочное масло тщательно вымешиваю миксером до бела. В порционах сливочное масло добавляю прохладную заварную основу и после каждого приема тщательно вымешиваю миксером. Это универсальный и очень вкусный крем для прослаивания бисквитов, коржей, а также наполнения пирожных и оформления капкейков. Невмешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Окончательно перемешиваю миксером, чтобы получился однородный заварной крем без комочков. Готовый крем стабильно держится на венчиках миксера и не опадает. Для устойчивости немного крема наношу на подложку. Укладываю первый корж. Для удобства разделяю крем на 4 части, просто проведя линией палеткой. Выкладываю часть крема на первый песочный корж. Распределяю крем по коржу волшебной палеткой, формируя бортики, чтобы торт имел форму четкого цилиндра без наклонов. Сверху обсыпаю мелко дробленными орехами. Закрываю вторым коржом и в такой последовательности собираю торт. И если у вас нет в наличии волшебной палетки, распределить крем можно ножом или лопаткой. Окончательно выравниваю торт шпателем. Также выровнять крем можно ножом или лопаткой. Убираю торт в холодильник. Для обсыпки в песочные обрезки, которые я размолол скалкой, добавляю мелко дробленые орехи, перемешиваю. Охлажденный торт обсыпаю орехово-песочной крошкой, начиная сбоку и заканчивая верхом. Палеткой формирую 3 полоски. Полоски заполняю молочным шоколадом, который я натер на мелкой терке. Фиксирую палеткой для устойчивости. Торт убираю в холодильник минимум на 8 часов. Торт получился невероятно вкусный и нежный. Именно такой, как был в советское время. Приятного аппетита! Торт Кутузов – это гармоничное сочетание песочных коржей ореховых и заварного сметанного крема. Обязательно приготовьте торт. Я уверен, что Кутузов вам понравится.